Я возглавляю Центр прикладных исследований ТАЛАП, это неправительственный think tank, и в фокусе нашего интереса, конечно, также являются вопросы региональной кооперации. Мы специализируемся на вопросах, в первую очередь, Евразийского экономического союза, казахстанско-российских отношений, в какой-то степени за нами признают экспертизу по вопросам американско-казахстанских отношений. В текущем году мы начали новый проект под названием China Book, в котором мы пытаемся понять многоаспектность присутствия Казахстана, вернее, Китайской Народной Республики в Казахстане и в целом в регионе, наверное, Центральной Азии с точки зрения торговли, инвестиций, экономики. Ну, наверное, я хотел бы начать с тех вызовов, которые мы стоим, помимо известных вопросов, связанных с ухудшением мировой экономики, кризиса, падением вала внутреннего продукта. Конечно, для нашего региона эти вызовы и это ухудшение мировой конъюнктуры влечет очень серьезные последствия. Ну, в Казахстане первый видимый, наверное, сигнал, конечно, помимо того, что наши экспортные доходы сократились, появился дефицит бюджета. Сейчас идет очень большая дискуссия в отношении секвестирования нашего в целом государственного бюджета на 2 триллиона тенге из 14. Соответственно, получается достаточно серьезное 15% сокращение секвестирования бюджета ожидает. На этом фоне возможно также увеличение налоговой нагрузки, и та основная привлекательность, которая была у Казахстана в рамках различных интеграционных объединений, в первую очередь в Евразийском экономическом союзе, это достаточно лояльный, хороший налоговый режим, она также может быть стать под угрозой. Мы видим проблемы, связанные с нестабильностью курса тенге, с неэффективностью монетарной политики. Мы видим первые, наверное, сигналы того, что поток прямых иностранных инвестиций как минимум начинает сокращаться, либо как максимум какие-то знаковые международные компании, которые присутствовали в Казахстане, в регионе, они объявляют о своем выходе из нашего региона. Ключевые инвесторы в нефтегазовый сектор также находятся под очень большим стрессом. Самый большой, наверное, за последнее новейшее время проект в нефтегазовой индустрии, проект будущего расширения Tengizchevroil. Его реализация в некоторой степени приостановлена, как из-за коронавируса, так и из-за падения цен на нефть. И, конечно, как минимум для Казахстана это влечет за собой такие достаточно большие последствия. И вот эти вызовы, как мы сможем на них ответить, является большим-большим вопросом. Говоря про центральноазиатскую кооперацию, вот есть несколько подходов того, как смотреть на регион. Есть регион в целом Центральной Азии, есть подход, связанный с тем, что регион Центральной Азии – это часть такого большого евразийского пространства, в котором, безусловно, надо рассматривать как минимум Российскую Федерацию, как максимум, наверное, другие страны. Есть подход, предложенный доктором Старом, можно сказать, такой американский подход, в котором Центральную Азию пытаются рассматривать как часть такого больше региона без Российской Федерации, так называемый Канка Region. Если говорить про торговлю, то, безусловно, согласен с выводом Кристофа Мора, потенциал, конечно, то есть объемы очень небольшие. Базово мы видим, что если мы Казахстан в среднем за 5 лет, его товарооборот со странами региона составил 5,5%. То есть это даже меньше, чем достаточно небольшая цифра. И с точки зрения экономической устойчивости, с точки зрения интересов торгового баланса, платежного баланса, регион не является для Казахстана исключительно критическим. Вместе с тем, по некоторым аспектам, таким как продовольственная безопасность, поставки из Казахстана могут быть достаточно критичными для стран региона, и мы это прекрасно осознаем. Поэтому в отношении торговли есть зона свободной торговли СНГ, есть евразийский проект, Казахстан и Кыргызстан являются его членами, Узбекистан стал наблюдателем, как известно. Поэтому один из сценариев, который имеет далеко не нулевую вероятность, это все-таки дальнейшее расширение Евразийского экономического союза. И в этом отношении я, конечно, хотел бы выразить свое мнение, что те наблюдения, которые часто высказывают, что евразийский проект, он выдохся, не состоялся, либо не оправдал ожиданий, с ними я не совсем соглашусь, поскольку за этим проектом стоит очень серьезная нормативно-правовая база, и, по сути, в той или иной степени все равно обеспечено функционирование 4 свобод передвижения товаров, капитала, рабочей силы. И сейчас мы видим, что ряд стран Центральной Азии, для которых критичен доступ не только на рынок товаров, но и на рынок рабочей силы, на рынок труда, для них присутствие в евразийском проекте является, возможно, достаточно привлекательным, иногда даже критичным, как могу предположить, скажем, для Кыргызстана. Есть большие проблемы, нарастающие проблемы, мне кажется, нерешенные в центральноазиатской кооперации. Это проблемы водной безопасности, и
водной кооперации. Соответственно, баланс водных ресурсов, перспективный баланс, по нему, насколько я понимаю, сейчас нет до конца понимания, есть определенная деградация систем управления водным хозяйством, как минимум в Казахстане, наверное, точно. Я не знаю, как про наших коллег из Кыргызстана, из Узбекистана. И, соответственно, каких-то таких устойчивых и деятельных, эффективных площадок и механизмов для повышения эффективности использования воды, вот особенно в условиях изменения климата, к сожалению, пока я как минимум не вижу. Есть вопрос, связанный с проблемами безопасности, которые традиционно решались в контексте организации по ОДКБ. Как в дальнейшем они будут решаться, тоже есть вопрос. И, конечно, такой вызов, который, мне кажется, тоже имеет смысл рассматривать, это признаки роста национализма. И последние конфликты, которые происходят, в том числе в Казахстане произошел конфликт в Кордае, последний конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном, мне кажется, также должны получить должное внимание экспертного сообщества.